Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня я приглашаю вас связать вместе со мной вот такой красивый, стильный узор с ажурными ромбами и мягкими вот такими вот переплетениями. По ходу видео я буду рассказывать, как их выполнять легко и без дополнительной спицы. Этот узор смотрится очень современно и элегантно, подойдет для топов. Например, как видите вы на экране. Также будет очень красивый джемпер, жилет, кардиган. С этим узором можно связать шаль, палантин. Также комплект шарф и шапка. Будет очень красиво и выразительно он выглядеть. Для вязания этого узора подходит любая гладкая пряжа, будь то летняя серия или более теплая, зимняя, демисезонная. В любой пряже узор ляжет красиво и выразительно. По цветовой гамме также здесь можно использовать яркие цвета. В монохроме очень красиво выглядит этот узор, элегантно, достойно и роскошно. Можно пробовать легкий градиент, а вот от меланжевого окрашивания лучше отказаться для исполнения этого узора. Он достаточно выразителен сам по себе и в меланже может потеряться. К спицам узор не привередлив, нужно подбирать среднюю толщину, учитывая рекомендации производителя и, конечно, вашу личную плотность вязания. Вот так этот узор выглядит при вязании снизу вверх. Очень похоже он будет смотреться при вязании изделия от горловины. Единственная разница, немножечко иначе смотрятся ромбы. Вот так выглядит его изнаночная сторона. Раппорт данного узора составляет 24 петли в ширину и 28 рядов в высоту. Вместе с вами я буду провязывать один раппорт данного узора, поэтому я набрала 29 петель. 24 – это один раппорт узора, 3 петли симметрии в конце ряда и 2 кромочные. Давайте начнем. Первый ряд, кромочную я переснимаю и начинаю сразу вязать раппорт узора. 3 изнаночные петли. 1, 2 и 3. Дальше 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Чтобы сеточка внутри ромба выглядела красиво и аккуратно, петли не были скрещенными, нужно следить за расположением петель при убавлении вправо и влево. Вправо петли должны расположены на спице быть классически. Первая дужка смотрит на меня и ведущая вторая петля. То есть я вот подхватываю вот таким образом и провязываю одной лицевой. Далее накид, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. При убавлении влево петли должны быть развернуты или же открыты, и вторая дужка смотреть на меня. Первая петля здесь будет ведущая, и я провязываю это вот таким вот образом. Еще один накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее идет 1 лицевая петля, потом 3 изнаночные, 2, 3 и 9 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. И я закончила вязать раппорт узора. Вы вяжете то количество раппортов, которое нужно вам для изделия, чтобы в изделии смотрелся узор гармонично, особенно если это палантин, к примеру. Нужно сделать правую и левую сторону симметрично. И тогда нужно набирать не 3 петли симметрии, как у меня в маленьком образце, а 12 петель симметрии. 9 – это узор и плюс 3 изнаночные, как и у меня. Но я буду заканчивать 3 изнаночными, которые являются в моем случае петлями симметрии.
Все четные ряды в этом узоре провязываются по рисунку. Накиды провязываются изнаночной петлей. Если же вы вяжете по кругу, соответственно, накид будет у вас провязываться лицевой петлей. Думаю, здесь никакой сложности возникнуть не должно, поэтому четные ряды я буду провязывать за кадром. Третий ряд. Кромочную переснимаю, 3 изнаночные петли, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая петля, накид, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Можете это делать протяжкой. Я же люблю провязывать все 3 петли вместе, поэтому первые 2 переснимаю на правую спицу. За работой подхватываю первую петлю, аккуратно это спускаю, а перед работой вторую правой спицей и размещаю ее первой петлей на левую спицу, после чего все 3 петли провязываю одной лицевой. Вот таким образом. Далее накид, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 изнаночные разделительные петли и 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю 3 изнаночными петлями симметрии и кромочной петлей. Пятый ряд. Кромочная петля, дальше 3 изнаночные петли, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 изнаночные петли. И теперь мы будем провязывать вот этот элемент с перекрещиванием. Здесь, как видите, средние петли идут сверху. Для этого, если я делаю это без дополнительной спицы, нить у меня находится за работой, я не провязывая на правую спицу переношу 6 петель. 4 и 6. Нить совсем чуть-чуть подтягиваю, вот так она у меня находится, совсем чуть-чуть подтянута. И придерживаю ее пальцем, чтобы она не натягивалась больше, когда я буду провязывать следующие 3 петли. 1, 2, 3. Далее перед работой левой спицей я подхватываю 3 средние петли. Вот у меня 3 провязанные, здесь 3 еще не провязанные. Я подхватила центральные 3 петли. Первые 6 петель аккуратно спускаю с правой спицы, придерживая все пальцами, чтобы петли, которые уже провязаны, не распустились. И за работой на правую спицу переношу 3 провязанные петли. Они провязанные центральные у меня остались на левой спице. Теперь я их провязываю. 1, 2, 3. И у меня остались не провязанные, только самые первые 3 петли. За работой я пропускаю 6 провязанных петель. И мне нужно поднять левой спицей 3 непровязанные. Они здесь очень хорошо видны по вот этой нити, которая чуть-чуть провисает на данном этапе. Вот она уходит в провязанную петлю, а здесь начинаются у меня непровязанные петли. Я их поднимаю на левую спицу. Далее спускаю все 9 петель, все придерживаю пальцами, чтобы петли не распустились. И перед работой на правую спицу поднимаю 6 провязанных петель. Нить возвращаю за работу
и провязываю последние 3 непровязанные петли лицевыми. 2 и 3. Последнюю петельку не очень удобно провязывать, но это проще способ для меня, нежели с дополнительными спицами, потому что в данном случае нужны 2 дополнительные спицы. И вот так выглядит этот элемент. На этом я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю 3 изнаночными петлями симметрии и кромочной петлей. 7 ряд. Кромочную переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 3 изнаночные петли, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Я первую и вторую петли меняю местами и провязываю их вместе 1 лицевой петлей. Далее накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая, 3 изнаночные, 2, 3 и 9 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии. В моем случае это 3 изнаночные и кромочной петлей. 9 ряд. Кромочную переснимаю. Дальше идет у меня 3 изнаночные петли, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые, далее 3 изнаночных и 9 лицевых петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии и кромочной петлей. 11 ряд. Кромочная, 3 изнаночные, 3 лицевые петли, 2, 3, накид, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Дальше идет накид, 3 лицевые, 3 изнаночные, 3 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 4 лицевые петли. На этом я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии и кромочной петлей. 13 ряд. Кромочная, 3 изнаночные петли, 9 лицевых петель, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 изнаночные, 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 2 лицевые петли. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии и кромочной. 15 ряд. Кромочная, 3 изнаночные петли, 9 лицевых, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Дальше идет 3 изнаночные петли симметрии, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая петля, накид,
2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 1 лицевая. На этом я закончила вязать раппорт узора. Заканчиваю 3 изнаночными, это петли симметрии, и кромочной петлей. 17 ряд. Кромочная, 3 лицевые петли, 2, 3, 9 лицевых, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Дальше идет 3 изнаночные разделительные петли. И формируем ромб. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая петля, накид, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей, дальше идет накид, 1 лицевая петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии и кромочной. 19 ряд. В предыдущем ряду у меня ромб дошел до петель симметрии. Значит, в этом ряду я его буду закрывать, этот ромб. Следовательно, на соседней дорожке я буду делать перекрещивание петель. Итак, кромочную переснимаю, провязываю 3 изнаночные петли. Далее у меня идет перекрещивание. 6 петель я переснимаю на правую спицу, не провязывая их. Нить совсем чуть-чуть подтягивая. Вот таким вот образом она у меня натянута. Фиксирую ее пальцем и провязываю последние 3 лицевые петли. Затем перед работой я поднимаю средние 3 петли из этих 9. Все придерживаю аккуратно и перемещаю провязанные петли на правую спицу, а не провязанные у меня остались на левой спице, которые я сейчас провяжу. Вот так. Теперь мне нужно за работой поднять последние 3 петли. Они хорошо видны, потому что они отделены вот этой провисающей нитью. Итак, я поднимаю 3 непровязанные последние петли. Аккуратно все снимаю. Если придерживать, никакие петли распускаться не будут. Они будут, вот видите, по порядочку так и выглядеть. И поднимаю провязанные петли перед работой на правую спицу. Не провязанные у меня остались на левой за работой. Вот таким образом я выполняю это перекрещивание. Теперь мне осталось только провязать 3 непровязанные петли. Делаю это не спеша, чтобы не растянуть до ненужного размера последние 3 петли, так как последняя петля провязывается не очень удобно. Но она не очень удобно провязывается хоть с дополнительной спицы, хоть при вот таком способе перекрещивания. Вот у меня выполнено этот узел вязания. Дальше я вяжу 3 изнаночные и начинаю закрывать ромб. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и накид. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии и кромочной петлей. 21 ряд. Кромочная, 3 изнаночные петли, 9 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. 3 изнаночные, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево,
далее накид, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей, я также меняю расположение петель и провязываю их все вместе. Далее идет накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 1 лицевая петля. Я закончила вязать раппорт узора. Изнаночными я заканчиваю вязать ряд, это у меня петли симметрии и, конечно же, кромочная петля. 23 ряд. Кромочная, 3 изнаночные петли, 9 лицевых петель, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Дальше идет 3 изнаночные петли, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые петли. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии и кромочной петлей. 25 ряд. В этом ряду я заканчиваю формирование ромба. Это значит, что в этом же ряду я начинаю формировать новый ромб на соседней дорожке. Итак, кромочная, 3 изнаночные петли, 3 лицевые, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 4 лицевые петли, 3 изнаночные, дальше 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей, я первую и вторую петли меняю и провязываю все это 1 лицевой петлей. Далее накид и 3 лицевые. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии и кромочной. 27 последний лицевой ряд этого узора. Кромочную переснимаю, дальше 3 изнаночные петли, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые петли, 3 изнаночные и 9 лицевых петель. 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Я закончила вязать раппорт узора, ряд заканчиваю петлями симметрии и кромочной петлей. Вот наш образец, как он выглядит в одном раппорте узора. Итак, образец мы провязали, осталось его отпарить и приступить к вязанию обновочки. Всем легких петелек, до встречи на канале!